Так, ну я остановилась вот в таком отеле. Sunshine Garden называется. Прикольный интерьер. И вот тут плавают рыбешки. Черные рыбешки видно, не знаю. Там золотая рыбка поплыла. На палец, на мой на палец. Сейчас съедят. А черные мелкие боятся. Тут еще где самые белые плавают. Экзотические растения тут растут. Так, на золотой ус похож. А там номера, которые балконами выходят на бассейн. И вот так вот у нас проход к бассейнам. Тут все зеленое, красиво. Бассейн, люди лежат. Такие громадные деревья. Что за фрукт, кто знает?
уступ тут такие. Никто не рвет. Очень много русских, наверное, половина отеля русские. Но у бассейна любят сидеть иностранцы. Русских мало около бассейна. Так, а вот здесь проход в соседний отель. И там поинтереснее бассейн побольше. Такой проход. Тут типа ворота. И вот он другой. Гарден. Гарден резорт. Ну, в принципе, то же самое. Но номера здесь подороже стоят. Наверное, из-за бассейна с горками. А так здесь тоже красиво. Пальмочки. Деревья цветущие. А там вот с балкона бугенвилля. Целое дерево. Прям на балконе растет. Странный куст. Он и цветет, и сразу ягодки у него. Интересная растительность. Вообще очень хорошая территория, красивая, с ухоженным садом, цветы повсюду, цветочные кусты. Но единственный минус этого отеля: здесь очень много комаров. У бассейна вечером сидеть невозможно. Предлагают какие-то брызгалки, но они не спасают. Такие тут. Что это, бамбук? Это прикольное дерево.
такой балкон. Столик, стулья. Вид с балкона. Я сначала думала, нафига здесь вот столб бетонный. Так портит вид. А потом смотрю. А это пальма, оказывается. Вот такая она прямая. Серого цвета. Тут такие кусты с цветами. Такая красота. Бассейн. Стою я на балконе и смотрю, вон там птичка гнездо свела. Сидит такая, а по ночам летает орел. Не знаю, видно, не видно. Вон он сидит. Вроде на голубь похоже. А у нас сегодня жарко. Идем на рынок через жилой массив. Тут местный. Чисто не туристический маршрут, местная улочка такая, тихая довольно-таки, вдали от буйной и бурной жизни Паттайи. Ничего не так красиво. Да, зеленые, все-таки деревца. Хотим на рынке попробовать, посмотреть, что это за местный рынок. Может, там будет дешевая еда. Приценимся. В поисках дешевой тайской еды. Потому что в центре все очень дорого, как на Красной площади. По дороге набрели на такую прачечную. Здесь, походу, можно за деньги постирать свои вещички. Смотрите, сколько стоит? 40 бат, что ли? 40. Везде. Да. А здесь 20, смотрели. Это что? Да хрен знает. Что-то более... А, нет, это вода. Да, наверное, вон 40, 20, 50. Какие-то более мощные и... Отрезанный Да, аппаратов. 50 бат. А это по 20. Ржавенький. Старушки. В общем, мы какими-то окольными путями в очередной раз добираемся до этого рынка. Зашли на еще более глухую улицу. Исследуем местные достопримечательности и окраины. Такая здесь атмосфера царит. Деревья. Да, только в центре цивилизация, а мы отошли на 2 километра от центра, и все, цивилизация уже закончилась. Ой, как я читала в отзывах недавно, Яндекс.Карта, что ли, мужик какой-то чем-то был недоволен, написал. Да Паттайя всегда была деревней, благодаря туристам вы превратились в какой
никакой город. Так что еще только недавно была беременна. Ну, наверное, когда была деревня, здесь и все дешево было. А тут туристы теперь поразбаловали их, и на пляже цены в 3 раза выше, чем Пляжи везде. некоторые вообще платные. Везут за деньги, купают там за деньги. Ну ладно. Но зато мы полностью окунаемся в атмосферу нетуристической Паттайи. Ну, это час заброшен. Можно купить, наверное. Да, здесь, смотрите, колючка, как в зоне, прям и заброшка. Как в Припяти. Вот. Девчонки, лисы везде найдут заброшку. Мы выходим на какую-то еще дорогу. Тут собачка. Красиво, смотри, деревья. Но здесь много красивых цветов. Собаки добрые. Давай. Вот такая. Классные. Смотрите, какая красота. Ой, природа замечательная. Тут нас 3 собаки поприветствовали, облаяли, да. Но... Хотел сказать, добрые собаки. Ну, они так сказали, проходи, не задерживайся, сталкер. Все, дошли наконец-то до рынка. Тут такое движение активное под конец началось. Нас чуть не придавили машины. Тротуаров нет вообще. Да, здесь так опасненько ходить. Ну что, пойдем? Смотрите на эти провода. Да, азиатские да, линии электропередач. Вот на Гугле написано, что это рынок для местных, и туристов здесь почти нет. Сейчас мы посмотрим, чем тут отличается все по ценам. Ну, вот от папайя 50 и арбуз большой. Это за целый арбуз. И связка бананов 55. Нормально, Людмила, можно прикупить что-то. А вот обычный классический банан, как у нас, как в магазине, вообще по 40. 40 бат. 40. 120 120 рублей? рублей связка. Ну, в принципе, такая же цена. Ну, у нас сколько там, где-то 60 рублей за килограмм, да? Или сколько, больше? Не, рублей 120 за 120 килограмм. килограмм. А это где-то 60 гривен за килограмм, если в гривнах. И, да, примерно одинаковая цена. Смотрите, у нас есть карта Паттайи, и там описание всех фруктов. Я уже забыла, что вот этот закруглый шарик. И вот такой там тоже есть. Да. А это какое-то типа яблоко местное. Не знаю. Но написано было так в карте. Но реально здесь одни тайцы кругом. И мы такие. Давай пройдемся с ним. Да. Куча еды, вообще просто разный, смотри. Вот где надо есть. Сколько это стоит, интересно? Цены нет. Цены нет, но можно, наверное, спросить. Креветки, мясо, шашлычки. А спроси, сколько шашлычок? 10 бат. Один. Так же, что ли, стоит? Нет, 15 там. А, ну подешевле. Вон и рыба дофига. Давай посмотрим, сколько рыба стоит. Ну вот, 20, 40.
А это что за рыба-то, интересно? Маленькая такая? Костистая, наверное. Какие-то сардельки жареные. Ой, а здесь, смотрите, просто гриль. Такой жесткий гриль. Все очень сильно зажарено. Манго 50 бат за килограмм. Ну, фрукты здесь можно. Можно брать фрукты. Пошли еще следующий ряд. Ой, редиска и вот это что такое? Баклажанчик? Смотри, вот такой салат. 35 бат, овощной. Наверное, полкило весит. Здесь тоже по 50. Ну, сейчас тогда пройдем весь ассортимент и выберем. А здесь, смотри, можно набрать креветок. Если бы мы могли готовить дома, то вот таких крупных бы взяли килограмм. По полкило каждому. Нажрались бы вдоволь. Вон сколько рыбы разнообразной. Вот такая 55. Смотри, это большая по 70. На карпа похоже. Это карп? Не знаю, я не знаю. И яйца здесь по 50, по 60. Ну, в принципе, как в магазине. Живая рыба. Ой, рыба здесь до хрена. Она вся дрыгается, трепещет. И лягушки. Лягушки. А здесь всякая куриная штука. А вот какие-то еще блюда. Посмотрим. Тоже можно запеченную рыбу взять. Она такая на гриле. И выбрать что-то из этих. Но здесь ни слова ни по-русски, ни по-английски. Не, 70 бат. Что-то с креветками связано. Сниму. Короче, отоварились, купили по 2 манго и папайю. А еще мы попробовали одну вот такую штучку. На, открой. Сейчас Людмила ее задегустирует, затестирует. Такой шарик. Ну какая она на любителя? Ну, приторная, я попробовала. Да, очень сладкая. Мы не стали ее брать, взяли манго и папайю.